С Новым годом, YouTube! Праздники закончились, оливьехи съедены, а подарки распакованы. Я пытаюсь вернуться в рабочий график. Ладно, за работу! И начну с этого новогоднего ролика. Ну а с вас новогодний лайк. Поехали. Но для начала анонс. 28 января у меня стартует курс по фотографии. Если хотите научиться фотографировать, обязательно приходите ко мне. Буду вас ждать прям очень сильно. Ведь я обожаю фотографию портретную, пейзажную, а главное композинг. Это ровно тот жанр фотографий, который заставляет тебя страдать на всех этапах съемки без исключения. Допустим, предпродакшн, где надо заранее изучить локацию съемки, досконально продумать сюжет, образы, действия и эмоции моделей, найти нужный реквизит и выбрать соответствующее оборудование для реализации задуманных идей. На втором этапе, непосредственно во время съемки, нужно уследить, чтобы все элементы были на своих местах. А главное, чтобы портретируемые грамотно отрабатывали свои действия и эмоции, и даже слегка сдвинутая клавиатура в кадре может создать дополнительный геморрой на этапе постпродакшена. И это заключительная головная боль, которая заставляет тебя просиживать за комплюктером лишние часы напролет, просто из-за того, что ты случайно сдвинул камеру во время съемки. Но и при этом композинг — это магия. Это ровно тот жанр фотографий, который может помочь реализовать вам самые сложные сюжеты, которые невыполнимы в режиме one-shot фотографа. Сегодня мы поговорим о бюджетном композинге без суперсложного и дорогого оборудования, с которым может совладать каждый. На своем собственном примере я покажу, как собрать достаточно сложный сюжет, а главное, разберу ошибки, с которыми вы можете столкнуться в композинге. Сразу спойлер, все эти ошибки допустил и я во время съемки, и поэтому на этапе постобработки мне пришлось достаточно изрядно попотеть. В общем и целом, правильно говорить. Заваривай чаек с печеньками, поехали. И в самом начале может возникнуть вопрос, а зачем нам вообще композинг? Ну, он может сделать картинку намного более детализированной, с более идеальным светом на главных героях, таким, каким его нельзя сделать, опять же, при нажатии на одну кнопку спуска затвора. Понятнее объяснить на примере. Это композинг. Этот кадр сделан из нескольких кусочков. Здесь все планы сняты по отдельности. Я отдельно снял бэкграунд, отдельно вставил людей и сделал какую-никакую цветкоррекцию. Поначалу все может показаться просто. Но если мы более детально начнем разбирать, а что у нас здесь имеется, мы зададимся вопросом, а можно ли это было сделать ваншотом? Сразу ответ — нет. Обратите внимание на бэкграунд. В данном случае у нас используется в качестве подсветки всех деталей LED-освещение внутри компьютеров. И именно это освещение я хотел использовать в основной сцене, чтобы ambient light в сцене преобладал, чтобы подсветку давали мониторы, компьютеры и так далее. Также у нас есть главные персонажи, которые также освещены, достаточно резкие, и нам нужно сматчить свет на главных персонажах с светом на бэкграунде. Так как освещенность бэкграунда недостаточно высокая, LED-панельки дают очень мало света, мне пришлось использовать достаточно длинные выдержки, вплоть до 30 секунд на бэкграунде. Понятное дело, если бы такую же выдержку я использовал при фотографировании главных персонажей, то все люди бы просто смазались, потому что происходит экшен-движуха, и 30-секундная выдержка вообще в хлам их размажет. Их нужно снимать на короткую выдержку. В данном случае я снимал на 1/60 секунды. И представьте, каким бы получился бэкграунд, если бы он был снят на 1/60 секунды. Просто-напросто он получился бы черным. Даже если бы мы подняли с вами очень сильно ISO, у нас картинка была бы дико шумная, и в результате ничего бы не получилось, потому что света в сцене нет совсем. И в данном случае нас спасает композинг. Главных героев мы снимаем с ярким светом, который устанавливается здесь на короткую выдержку, и потом вклеиваем на достаточно проработанный на длинную выдержку бэкграунд. Композинг, он же фотобашинг, это когда вы снимаете отдельно идеально снятые материалы, как кусочки, в один большой пазл. Перфекционизм в деталях ведет к оригинальной подаче простых сюжетов. Я обожаю композинг, занимаюсь им уже очень-очень много лет. Но, как это ни странно, при съемке этой серии я накосячил везде, где только можно было, и вывез результат чисто на постобработке. Свои ошибки я проанализировал,
И вот мой топ косяков. Ошибка номер 1. Использование мист-фильтров. Любой источник света, отбрасывающий блум на заднем плане, будет для вас головной болью. Лично я использую Tiffen Black Pro Mist фильтр на 1/2 мощности. У него достаточно сильная ореольная составляющая. Просто посмотрите, монитор на заднем плане отбрасывает вот такой вот здоровенный фиолетовый здоровенный ореол, от которого вы никак не можете избавиться. Любой источник света будет давать сильную засветку. Если вы делаете композинг, вам нужно вырезать главного персонажа с бэкграунда. После обтравки вы оставите эти ореолы, и от них уже избавиться будет достаточно сложно. Поэтому, если вы снимаете композинг и планируете обтравливать своих моделей, вырезать их от фона, снимайте все софт-фильтры, потому что вот эти все софт-эффекты, они элементарно рисуются в фотошопе через парочку корректирующих слоев. Вот гайд. Выделяем прямоугольную область. Создаем слой Hue Saturation. Клацаем на колоризация. Выбираем нужный цвет и рисуем маску. Режим наложения меняем на скрин. Для композинга софт-фильтр — это зло, запомните. Но если вы опять же снимаете ваншот, как, к примеру, этот кадр, я его сделал чисто ваншотом, здесь уже Tiffen Black Pro Mist работает классненько. По крайней мере, он не мешает. И в любом случае эффекты свечения я добавляю на посте. Пока Густарев не видит. Вот интеграция. Композинг никуда без генеративной заливки, а генеративная заливка никуда без лицензионного фотошопа. Кстати, да, большую часть композинга я сделал именно через генеративную заливку Firefly. Ставил несуществующие подарки, елки с гирляндами и огоньками, а главное — шапки Санта-Клауса и оленьи рожки. Делать это все можно только с лицензией, организовать которую из России напрямую невозможно. Но для этого есть помогаторы. К примеру, сервис OneSub, который уже не раз появлялся у меня на канале. К слову, а Бобби, контора красавцев, они просекли фишку с помогаторами, и сейчас работает это так. OneSub выдает тебе готовые аккаунты с подпиской, и если аккаунт блочится, Telegram-бот OneSub по твоему запросу моментально выдает тебе новый логин и пароль. В среднем сейчас Adobe блочит аккаунты раз в месяц. В целом это терпимо. Также через OneSub вы можете оформить себе подписки не только на Photoshop. Для дизайнеров есть широкий выбор. Canva Pro, Captcha, Figma. Если хотите учить английский, пожалуйста, здесь есть Duolingo, Eva, Lingvaleo и еще с десяток обучалок. Загляните к ним на официальный сайт, посмотрите, что можно сделать, также ознакомьтесь с офертой и почитайте отзывы в их телеграм-канале. Ну а после забубеньте себе лицензионную генеративную заливку и делайте fast composing, при котором самое главное — не допускайте ошибок. Ошибка номер 2. Открытая дырка. Композинг — это речь о деталях. Так уж сложилось, что кадры, слепленные в фотобаше, в композинге, дают бесконечную глубину резкости. Здесь у нас в фокусе абсолютно все. Бэкграунд и главные герои у нас в фокусе. Если объект, который вы вырезаете, находится в расфокусе, его размытые границы трудно обтравливать, особенно если за этим объектом находятся разные по яркости участки фона. Тогда его вырезать просто не представляется возможным. И вот именно для облегчения обтравки, выделения модели, композинг снимается на закрытую диафрагму, чтобы все было в резкости. Но что делать, если в сцене мрак? В моей серии как раз такой случай. В компьютерном клубе свет очень тусклый, а я очень хотел запечатлеть ambient light от подсветки компов. На закрытую дырку снять ваншотом здесь не выйдет, поэтому я прибегаю к более сложному композингу. На закрытую дырку я снимаю отдельно бэкграунд. Я снимаю на 16 мм. У нас заширенные угла на диафрагме f1.8 дает большую глубину резкости, но все равно, грубо говоря, сейчас, Ярослав, ты если будешь сидеть, или Макс будет сидеть здесь, я на тебя сфокусируюсь. Фон размажется, а я хочу резкий логотип, поэтому я сейчас с закрытой дыркой бэкграунд снимаю. Вообще, даже вот эта подсветка компов, она выглядит круто, но ее, чтобы показать, 25 секунд у меня выдержка. Здесь мы пока что закончили с бэкграундом, теперь надо снимать экшен. А далее мне нужно снять игроков. Так как мы работаем с динамичной сценой, ребята выдают эмоции и движ. Спроси у него, типа, что ты творишь? Какой раж ЗЗ? Что? И чтобы они не размазались, разумеется, мне нужно использовать более короткие выдержки. Я врубаю на мониторе фиолетовую подсветку и такой же цвет выставляю на LED-панели. На средней мощности мне удалось поймать движение на грани смаза, на выдержку 1/60 секунды. И при этом я снимаю на полностью открытую дырку ISO 400. Так, Макс, ты будешь прям такой... Прямо ты говоришь? Да, такой...
Еще нужна морда, чтобы немного сморщенный был. Такой, представь, что у тебя там какой-то экшен происходит. В идеале, если бы у меня была вспышка, я бы ее расположил здесь с зонтом, с октобоксом, к примеру, и снял бы персонажа на закрытую дырку F8, у меня все были бы в резкости, то намного удобнее бы вырезалось и вклеивалось в бэкграунд. LED-панели мне здесь выдали ограниченное количество света, и я был вынужден снимать на открытую диафрагму, что привело к ряду проблем на посте. К примеру, Ярослав, очевидно, оказался в расфокусе. Пришлось через нейросети повышать его детализацию. Инна и Максим оказались в одной резкостной плоскости, с ними проблем вообще не было. А вот я тоже немного размылился. Восстанавливать себя я уже не стал, потому что, при таком масштабе, при загрузке в социальные сети 2560 точек по длинной стороне, эта потеря резкости уже не так заметна, и ей можно пренебречь. Но вот если эту фотку распечатать в фулл-сайзе, то, конечно, расфокус будет уже бросаться в глаза. Прошу. Страшно. Поэтому при возможности снимайте на закрытую диафрагму. Но опять же, всегда есть исключения. Если вы не делаете композинг, снимаете one-shot, тогда можно уже снимать на открытую дырку, можно использовать Tiffen Black Pro Mist, и на самом деле совмещение кадров композинга и не композинга имеет место быть. Если вы снимаете общие планы с сложным композингом, где у вас много главных героев, на каждом свой свет, вы все это матчите, сохраняете в одно полотно, то вы можете эти же сюжеты разбавить еще единичными крупными портретами, где источник света будет за пределами главного героя, и вам не нужно будет городить какие-то сложные системы с вклеиванием снимков друг в друга. Пример. В этом кадре нету абсолютно никакой нужды работать с обтравкой модели, потому что в качестве источника света я использую белый монитор. В качестве контрового света за пределами кадра у меня стоит фиолетовый LED-осветитель. И этот кадр сделан в режиме one-shot. Накинута пластика, немного ретуши через плагин Retouch4Me, вставлен скриншот из Fortnite, сделано небольшое частотное разложение и накинуты эффекты свечения. И так как у нас Новый год, я вставил шапку Санты и накинул зерна. И получилось прям хорошо. До-после. Но это не композинг. Если вы делаете компоуз, то, пожалуйста, снимайте все на закрытую диафрагму и облегчите себе жизнь на этапе постобработки, вырезая своих моделей. Ошибка номер 3. Кривая последовательность. Сначала снимаем героев, потом фон, а не наоборот. Суть композинга в том, что вы наслаиваете планы друг на друга. В голову может прийти логичный вывод, что начинать лучше с бэкграунда и уже на бэкграунд наслаивать главных героев. Именно так мы будем делать в фотошопе. Но вот на съемке начинать нужно с персонажей. Сначала снимаем героев, а только потом делаем фотку бэкграунда. Ну и нетрудно догадаться, что я сделал все наоборот. И это моя ошибка. Ведь после того, как я снял несколько десятков кадров с главными героями, я немного изменил сцену. Я попросил Максима подвинуть клавиатуру. Руку у тебя в локте немного согни и вниз ее опусти. Клавиатуру поближе давай лучше поставь. В результате она съехала относительно фона, что на посте, конечно же, выльется в ненужный мне фотобашинг. Благо дело, на съемочной площадке я просек свой косяк и попросил клавиатуру вернуть на свое изначальное положение. Здесь надо по фото двигать. Положи свою руку на VSD. Ага, все, останься. Потом тебе перевырежу руку. В конце я дополнительно отснял руку, и вот уже отдельно ее прифотошопить к телу не составило проблем. Обращайте внимание на детали, на предметы, которые во время съемки могут немножечко сместиться. Если вы их передвигаете во время съемки главных героев, то потом, снимая бэкграунд, лучше вообще уберите из рамок кадра. Склеить потом эти два кадра будет намного легче. Все, готово. Так, окей, класс. Погнали дальше. Здесь пока сделали. Я очень люблю компьютерные игры, но последний раз я в компьютерном клубе был миллиард лет назад, наверное, еще в школе, когда были ламповые экраны. Ошибка номер 4. Идешь на съемку налегке. Бери все, что у тебя есть. Штативы большие, маленькие настольные штативы, стойки, вспышки, зонтики, кронштейны, двухсторонний скотч, MacBook, iPad. Надо было, что-то я не додумался, iPad надо было взять. На iPad смотреть, что на картинке происходит. На съемку к ребятам я прикатил с минимум оборудования. У меня было несколько лет лампочек и вот такой настольный штатив. А маленький я брать не стал. А зря, он мне пригодился. Потом сделал такой кадр, прикинь. Типа сидишь и
клавиатура, мышка. А сзади тебя тоже. Парни, развернитесь на меня сейчас. Ага. И можете чуть поближе подъехать, влево-вправо и поближе. Да. Типа я сижу, играю, мышку, клава. Осталось придумать, как закрепить топ-камеру. Все, во, класс. Вот так идеально. Короче, надо какую-нибудь квадратную хрень. Сейчас. Я хотел поставить камеру максимально вплотную к стене. Благо дело мы выкрутились, найдя в подсобке у ребят коробки с конфетками, на которые я и поставил камеру. Все, мы решили проблему. И еще одну коробку для конфеток я использовал для того, чтобы поднять клавиатуру, чтобы она заходила в рамки кадра. Нет, Виксинок есть. Класс, баунти пойдет. Теперь мы знаем, где пожалуйста. Че, Тинка? Инк, ты будешь на кнопку нажимать. Иди сюда. А мышку просто держал на лету. Ошибка номер 5. Ты врубаешь цветной свет. Лучше снимай с белым. Если ваша сцена изначально задумана как монохромная, ну не знаю, там вы хотите все снять в суперсинем, в суперфиолетовом, зеленом цветах, то, пожалуйста, выставляйте на своем LED-осветителе такой цвет и снимайте. Как это сделал я. Я в этой сцене просто выставил фиолетовый свет, но вы будете ограничены строго этим выбранным цветом, и вам придется докручивать background ambient light, который находится в сцене на заднем плане, докручивать до этого цвета. Изначальный цвет сцены, бэкграунда, у меня был таким тепло-зеленым, оранжевым. Но так как я отснял героев в фиолетовом освещении, я уже не мог их трансформировать в теплый баланс белого. Фиолетовые лица останутся фиолетовыми, как бы я ни крутил ББ. Намного правильнее снимать главных героев в full спектре. А на постобработке уже можно накрутить любой цвет, любую атмосферу на ваш вкус. И делается это в пару кликов через баланс белого. Хотите фиолетовый, хотите зеленый, красный или синий, да вообще без проблем. Full спектр легко сужается до монохрома. А вот монохром до full спектра уже расширить сложно. Вот лайфхак. Если фото не вытянуть балансом белого, обесцвечиваем его. Открываем нейрофильтры и разукрашиваем через Colorize. Ошибка номер 6. Когда ты перфекционист и боишься сделать по принципу. Ладно, и так сойдет. Поэтому вообще никак не делаешь, лентяй. Сделать кое-как намного лучше, чем не сделать вообще никак. Просто идите и снимайте, ребят. Забыли реквизит? Снимайте без него. Забыли оборудование? Найдите какую-нибудь замену. Вместо штатива коробку конфет. Вместо профессиональных актеров сгодитесь даже вы сами. Не купили попкорн и пиццу в качестве реквизита? Ну, представьте, что он у вас есть. Во время съемки оставьте какое-нибудь пространство, а потом туда что-нибудь нагенерируйте. Опять же, как я и сделал. Самое главное, конечно же, просто снимайте, потому что этот опыт, он бесценный. В следующий раз он позволит вам сделать кадры куда круче. Ну и в целом эти съемки, это же капец как весело. PSD-файл с обработкой вот этого композинга вы можете скачать у меня в телеграм-канале. Это абсолютно бесплатно, ну а в качестве благодарочки с вас лайк и подписка на канал. Но если хотите поддержать мое творчество, не забывайте, что у меня есть Boosty и Patreon, на который я гружу вообще очень много материала. Недавно у нас был стрим, на котором я 4 часа в режиме онлайн обрабатывал эти фотографии. И вот, чтобы не пропустить следующие стримы, опять же, подписывайся, будет много интересного. Ну, увидимся. Пока. Но сильно не дергайся. Так, Ярослав, ты такой, что происходит? Погнали.